Вы когда-нибудь задумывались, как это – гулять по городу, где единственный звук – это шорох ветра? Сегодня вы узнаете о местах, где время замерло, а улицы давно забыли, что такое шаги человека. Городах-призраках, которые будто застыли в ожидании, скрывая в себе забытые истории и мрачные секреты прошлого. Это не просто заброшенные здания, это страницы истории, которые мы сегодня перевернем вместе. Давайте взглянем на самые удивительные и странные города, откуда люди сбежали и почему их история до сих пор будоражит умы. Готовьтесь к открытиям, которые поменяют ваши представления о прошлом навсегда. Припять – это один из наиболее известных и одновременно пугающих городов-призраков в мире. Его судьба тесно связана с крупнейшей в истории ядерной катастрофой – Чернобыльской аварией, произошедшей в 1986 году. Город был основан в 1970-х годах и задумывался как современный и динамично развивающийся населенный пункт, тесно связанный с расположенной рядом Чернобыльской атомной электростанцией. Припять изначально проектировался как инновационный город, где использовались передовые архитектурные решения, такие как треугольная структура застройки, позволявшая эффективно распределять жилое пространство и создавать ощущение открытости. Население города составляло около 50 тысяч человек, а инфраструктура включала в себя детские сады, школы, кинотеатры и торговые центры. В планах властей на 1 мая 1986 года было открытие нового парка развлечений с аттракционами, включая колесо обозрения. Эти планы так и не осуществились. В ночь перед открытием парка на Чернобыльской АЭС произошла крупная авария, приведшая к взрыву 4-го энергоблока и разрушению ядерного реактора. Жители Припяти были срочно эвакуированы, им пообещали скорое возвращение, но с собой разрешалось взять лишь минимум вещей, а домашние животные оставались в городе. Территория вокруг аварии вскоре была объявлена зоной отчуждения, и возвращение в Припять стало невозможным. С 1990-х годов в Припять начали проводить экскурсии, привлекающие внимание тех, кто ищет возможности заглянуть в прошлое. Последующий энергетический блок на станции был отключен только в 2000 году. Интерес к Припяти вызван не только Чернобыльской катастрофой, но и уникальной атмосферой города, где время словно застыло на отметке 1986 года. Жители покидали город в спешке, оставив его в состоянии вечного ожидания возвращения, и сейчас Припять остается напоминанием о трагическом событии, изменившем ход истории. Шахтерский поселок Пирамида расположен на норвежском архипелаге Шпицберген, но официально принадлежит России. Исторические корни этого владения уходят в далекое прошлое. С 17 века за Шпицберген велась борьба между различными европейскими державами, которые стремились контролировать богатые промыслы на архипелаге, включая китобойный промысел и добычу пушнины. В 1872 году Шпицберген был объявлен нейтральной территорией, а в 1920-м Норвегия установила суверенную власть над островами, но с оговоркой, что страны-участники соглашения, всего 12 стран, имели право владеть отдельными частями острова и заниматься хозяйственной деятельностью. Добыча угля на Шпицбергене началась в 20 веке. Россия приобрела несколько угольных шахт, включая рудники Пирамиды, названные так из-за близости к горе, у подножия которой они расположены. В поселке Пирамида проживало около 1000 человек, а уголь добывали с 1927 по 1998 год. После закрытия шахты Пирамида стала городом-призраком, сохранившим атмосферу советского периода. В поселке сохранились различные постройки, такие как многоэтажные панельные здания, общежития, спортивный зал, дом культуры, промышленные сооружения и порт. До сих пор в домах можно увидеть следы советской эпохи – газеты, календари, игрушки, книги и другие предметы, оставленные жителями. Несмотря на удаленность от цивилизации и суровый климат, Пирамида привлекает туристов со всего мира, желающих почувствовать романтику северных широт. Поселок посещают также сотрудники действующего рудника в Баренцбурге, расположенного в 74,5 милях от Пирамиды. Два города-призрака, расположенные недалеко от столицы Абхазии Сухума, в Квартельском районе, возникли в связи с добычей каменного угля. Активная разработка месторождения и строительство рабочих поселений начались в 1930-х годах. Первый из этих городов, Ткварчели, стал промышленным центром Абхазии. В нем функционировали обогатительная фабрика, завод строительных материалов и железобетонных изделий. Жили рабочие и их семьи. Работали железная дорога и санаторий с минеральными водами. В 1938 году построили поселок Акармара для работников шахт.
В военные годы он активно развивался, его возводили пленные немцы, что придало ему необычные для рабочего поселка черты. В Акармаре появились изящные дома в стиле классицизма, широкие улицы и фонтаны, а также уникальные инженерные решения зданий, такие как арочные мосты. В отличие от обычного индустриального поселка, Акармара приобрел статус престижного места проживания. В поселке были школы, больницы, культурные заведения и кинотеатры, что создавало комфортные условия для жизни. В 1942 году оба населенных пункта объединили в единое городское образование. До начала 1990-х годов население Ткварчельского района достигало 20 тысяч человек. Однако в 1992 году, с началом конфликта между Грузией и Абхазией, города Ткварчели и Акармара опустели. Жители эвакуировались, а шахты перестали функционировать. Сейчас в заброшенных домах Акармары проживают около 30 человек, которые отказались покидать свои дома. В прошлом кипрский город Фамагуста был популярным местом отдыха. Особенно привлекательным был элитный квартал Вароша, который пользовался большим успехом среди состоятельных людей со всего мира. Среди знаменитостей, которые его посещали, были Бриджит Бардо и Элизабет Тейлор. Номера в дорогих отелях бронировались на годы вперед. Варошу называли «Новой Фамагустой». Это был город в городе с фешенебельными апартаментами, дорогими виллами, современной инфраструктурой, барами и ночными клубами. Однако этот райский уголок просуществовал недолго. В 1974 году на Кипр вторглись турецкие войска, разделив остров на северную и южную территории. Фамагуста, включая Варошу, перешла под контроль Турецкой республики. Из-за оккупации жители Кипра были вынуждены покинуть свои дома. С тех пор Вароша стал буферной зоной ООН. Только прежние жители могут заселиться в город снова, но из-за продолжающейся оккупации это пока невозможно. Сегодня курорт представляет собой апокалиптическую картину. На улицах стоят проржавевшие автомобили, роскошные здания заросли растениями, а территория обнесена колючей проволокой. Несмотря на то, что зона закрыта и охраняется, сюда можно попасть. Недавно на этот заброшенный курорт начали пускать туристов. Путешественники могут прогуляться по пляжам, где когда-то отдыхали мировые звезды, но только в определенное время и в специально отведенных местах. Дома разрушаются и превращаются в трущобы, где теперь обитают дикие животные, поэтому заходить внутрь опасно. Люди оставляют города не только вследствие войн или изменений политического режима, но и из-за природных катастроф, таких как разрушение древнего города Крака в Италии. Крака был основан греческими переселенцами около VI века до нашей эры, и на протяжении веков он оставался процветающим и влиятельным. В городе построили крепость, несколько дворцов и даже университет. Крака выдерживал множество нападений и войн, но природа оказалась сильнее человека. Первоначальные трудности для жителей начались в 1696 году, когда в городе вспыхнула эпидемия чумы, а затем условия для сельского хозяйства начали ухудшаться. Со временем население стало сокращаться, и к концу XIX века Крака начал приходить в упадок. Окончательное уничтожение города произошло в 1963 году, когда мощный оползень уничтожил его. Землетрясение 1980 года сделало восстановление города невозможным. Сегодня Крако привлекает туристов и кинематографистов. Руины города используются для съемок голливудских фильмов, таких как «Страсти Господних» Мела Гибсона и «Квант милосердия» Марка Форстера. Также Крако стал популярным местом для создания местного кинематографа. Город Вардия представляет собой уникальное архитектурное чудо, созданное внутри отвесной скальной стены возле реки Куры. Город состоит из около 600 комнат, изначально насчитывающих около 6000 помещений, которые размещаются на 13 уровнях, а некоторые из них углубляются на 33 фута внутрь скалы. Пространства соединяются сложной системой узких коридоров, лестниц и скрытых проходов. Строительство Вардии началось в XII веке по инициативе отца известной царицы Тамары Георгии III. На протяжении десятилетий город расширялся, и его площадь увеличилась, что позволяло разместить до 50 тысяч человек. Однако труднодоступное расположение не помогло сохранить город от разрушения. Он неоднократно подвергался атакам врагов, а в XVI веке был захвачен турецкими войсками, после чего опустел. Через 2 столетия после захвата
захвата Вардзия был отбит русскими войсками, и в нем разместился православный монастырь. В советское время Вардзия использовался как музей, а сейчас большая часть комплекса передана православной церкви, а остальная открыта для туристов. Вардзия знаменит своими средневековыми фресками, и сюда приезжают люди, чтобы насладиться видом с высоты, попробовать воду из подземного источника, который считается целебным, и даже загадать желание. Город-призрак Боди в Калифорнии является ярким примером золотой лихорадки в Америке. Золотоносные залежи в горах Сьерра-Невада открыли в 1859 году старатели, среди которых был известный исследователь Уильям Боди. Однако его поиски не принесли ожидаемых результатов. Боди не сумел обогатиться на своем открытии, а вскоре погиб в снежном шторме, пытаясь добраться до ближайшего населенного пункта за провиантом. Тем не менее, спустя десятилетия после его смерти в этих местах обнаружили большие запасы золота, что привело к созданию города и присвоению ему имени Боди. К 1880 году в городе проживало около 10 тысяч человек. В нем сформировалась разнообразная инфраструктура. Построили десятки жилых домов, церкви, железную дорогу, открывались таверны и гостиницы. В городе действовали 65 салонов, а также выходили местные газеты. Боди стал известен как типичный город Дикого Запада, где часто происходили убийства, драки и грабежи. Тем не менее, жизнь в Боди была короткой. Падение цен на золото и уменьшение объемов добычи привели к снижению интереса к этим местам. К 1960 году золотодобывающие прииски в Боди закрыли, а сам город опустел. Сейчас Боди функционирует как исторический парк, где сохранился облик прошлых времен. Здесь сохранились исторические здания и предметы быта, а атмосфера напоминает ту, что существовала в далеком прошлом. Маленький город Арадур-сюр-Глан стал символом трагедий, произошедших во время Второй мировой войны. 10 июня 1944 года, спустя несколько дней после высадки союзников во Францию, немецкая эсэсовская дивизия захватила и уничтожила этот город. В тот день погибли 642 человека. После войны французы не восстановили разрушенный город, а вместо этого создали новый населенный пункт с аналогичным названием. В 1946 году остатки старого Арадур-сюр-Глана были признаны историческим памятником. В настоящее время здесь можно увидеть сгоревшие дома и поврежденные транспортные средства. Рядом установлен мемориал, посвященный жертвам трагедии, который называется «Деревней мучеников». Доступ к мемориалу осуществляется через Центр памяти Арадур, находящийся поблизости от нового города. Постоянная выставка включает в себя 5 залов, где представлены документы, свидетельства очевидцев и воспоминания о событиях того времени. Калманскоп – это заброшенный город-призрак, который некогда был оживленным и важным пунктом в регионе, а ныне почти полностью утопают в песке пустыни Намиб. Начало 20 века ознаменовало собой так называемую «алмазную лихорадку» в Намибии. Согласно легенде, один из сотрудников местной железнодорожной станции случайно обнаружил в песке небольшие блестящие камешки, которые оказались алмазами. Он принес их своему начальнику, и тот сразу же признал ценность находки. В короткий промежуток времени в пустыне возник огромный город, который стремился стать центром алмазной промышленности. Шахтеры приезжали сюда целыми семьями, надеясь на бесконечную прибыль от добычи алмазов. В городе построили школу, больницу с рентгеновской установкой, а что было значительной редкостью в то время, стадион и даже казино. Калманскоп стал одним из важнейших пунктов развития региона. Однако процветание длилось недолго. В 1930-е годы запасы алмазов начали исчерпываться, и жители покинули свои дома, устремляясь искать новые источники дохода. Спустя десятилетия оставшийся город превратился в музей, где сохранились лишь несколько отреставрированных зданий. В наши дни Калманскоп представляет собой заброшенный объект, покрытый песком, где сохраняются фрагменты былого великолепия: школа, больница, пекарня и здание бывшей ледяной фабрики. Хасима – один из самых необычных и удивительных городов-призраков в мире. Расположенный на небольшом острове в Южно-Китайском море, он начинал свою жизнь как важный экономический центр в 1887 году, когда японская корпорация Mitsubishi начала добычу угля на скальном участке морского побережья. К 1959 году Хасима стал крупнейшим населенным пунктом страны, собрав более 100 тысяч жителей на своем малом пространстве. В городе были построены больница, школа, магазины,
храмы и кладбища. Однако спустя 15 лет после расцвета добыча угля в Хасиме закончилась, и жители начали массово покидать город. Причиной ухода также послужили постоянные сильные волны и морская вода, которая регулярно затапливала улицы и угрожала жизням горожан. Многие покинули Хасиму, оставив свои дома и имущество. Со временем город превратился в призрак, подверженный разрушению и эрозионным воздействиям. В 2009 году город открыли для туристов, и он стал популярной достопримечательностью. В 2011 году здесь проходили съемки сцен из фильма «007. Контрольный пункт Skyfall». В этом же году Хасиме присвоили статус культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас туристы могут посещать лишь небольшую часть города, так как значительная часть строений находится в аварийном состоянии. Заброшенные города-призраки обладают особой атмосферой, которая сочетает в себе элементы тайны, истории и даже магии. В старых домах, мебели, уличных вывесках и оставшихся предметах можно обнаружить немало интересных деталей, которые рассказывают о прошлом. Каждый из них хранит свою историю, создавая уникальную атмосферу места, насыщенную эмоциями и фантазиями. То, что я хочу предложить вам, друзья, не менее увлекательное. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока-пока.